Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, ребят, перед тем, как мы погрузимся сейчас в нашу игру, в которой скилл решает львиную долю, хочу сказать следующее. Во-первых, я стартнул эту каточку не один. Сегодня со мной в пати находится Марк. Тот Марк, у которого очень красивые внешки и, соответственно, очень дорогие внешки. И второй момент, у меня есть для вас две новости. Первая новость звучит следующим образом. Во-первых, я побрился. Мне осталось только подстричься, и я буду вообще горячий парень. Вот. И вторая новость. Я хочу выразить огромную благодарность подписчику под псевдонимом Виллер. Он мне подогнал годовую подписку на одну программу. И я, на самом деле, очень этому рад. Мне на кровь из носа была необходима. Поэтому еще раз тебе огромное спасибо за то, что подогнал годовую подписку. Вот. Я хотел это сделать немного другим образом. Я хотел прокомментировать его каточку и, соответственно, выразить там благодарность. Но, к сожалению, из-за того, что у него не Windows, а Mac, то произошли некие проблемы. Кто вдруг не знает, то у авточеса есть проблемы с Mac. То есть там, короче, почему-то вот игра идет не на полный экран, а как-то обрезанно идет. Блин, хороший у меня старт, однако. Вот, как-то обрезанно идет. И если вдруг кто знает, как решить эту проблему, то, соответственно, напишите в комментариях. Это будет очень полезная информация. Я думаю, для многих, кто вдруг там играет через Mac. Вот. Ух ты. Сори, что я так теряюсь сейчас в некоторых моментах, потому что я думаю, как поступить сейчас, потому что, ну, хочется выйти в инкам. И, соответственно, хочется выразить, ну, все мысли, которые есть у меня в голове. Так вот, если кто знает, как решить эту проблему, то, соответственно, напишите в комментариях. Я думаю, это будет очень полезно для многих, соответственно, подписчиков. Блин, как же хорошо идет. Мне, на самом деле, сейчас бы луну 2 звезды, и было бы вообще песня. Шмотки обалденные, все обалденно, все прекрасно, все замечательно. Вот. Воу. Кстати, я хочу еще сказать информацию. У меня скилл. А ничего себе, у тебя такой-то скилл. 2 двузвездочные фигуры, причем нормальные такие двузвездочные фигуры, кроме Акса. Если бы у него вместо Акса был Джаггернаут, была бы вообще песня. Что я хотел сказать? А, и ты ко мне пришел с первого раза, да? Серьезно? Вот так вот ты мне хочешь отомстить, да? Хочешь мне вот так вот лицо сломать? Понятно. Все. Ну, раз я начал со своим подписчиком катку, то это означает следующее. Я буду страдать. Страдать, потому что все мои подписчики знают, как примерно я играю, все такое. Все знают, что я играю на контент, на эмоции, на все такое. Поэтому будет больно мне сегодня, судя по всему. Хотя идет мне очень даже неплохо. А что там, Луна сегодня придет? У меня как бы огромный шанс на то, чтобы Луна пришла. 55% на фигуру первого тира. Я так понял, ну, слишком дорого, да? Ладно, я пока что закирю мартретку. Сейчас она может кого-то пованшотает, покритует, будет вообще просто песня. Ну, это мы еще посмотрим. Вот, блин, прикиньте, у меня что-то в голове еще такое важное вертелось, а вспомнить я не могу, что вертелось. По поводу автодубляжа. В общем, автодубляж на английский язык не всегда корректно работает. В плане того, что, вот, допустим, вчерашний мой ролик, он, к сожалению, недоступен для автодубляжа, потому что то ли слова сложные, то ли еще что-то. Короче, какая-то ошибка, из-за этого, соответственно, там нет автодубляжа. Поэтому это для тех, кто, соответственно, смотрит с автодубляжом на английский язык и все такое, чтобы вы понимали, в чем причина. То есть это не от меня зависит. Я всегда ставлю автодубляж, потому что множество ребят меня смотрят с субтитрами, судя по тому, что я смотрел по аналитике Ютуба. Так что вот так вот. Ладно, короче, все, давайте не заморачиваться, давайте уже погрузимся в катку, а то я уже начал теряться в своих мыслях, все такое, и не хочу проигрывать эту катку, хочу выиграть эту катку, потому что до этой катки я пытался записать шаманов, и меня так порвали на этих шаманах. А еще и рубрика «Все по 2» начинается. Кстати, давайте сейчас сыграем с вами в игру. Напишите сейчас в комментариях, на каком раунде у меня придет инча в 2 звезды. Ну, соответственно, через друида, чтобы я мог сделать обалденную инвестицию в лучшее будущее. Уровень, короче, взял. Ну, я думаю, это сам... О, моя любимая девочка пришла. Вот это сейчас будет... А давайте, ребята, сегодня без каких-либо экспериментов просто возьмем сейчас мою любимую девочку на Марсе и просто разорвем это лобби. Как думаете? Вот просто возьмем ее и будем рвать всех и вся.
Я думаю, идея гениальная, поэтому давайте работать. Давайте. Что я еще хотел сказать? Вот что я хотел еще сказать. Всем приятного просмотра, кто смотрит, приятного аппетита, кто кушает, приятных снов, кто засыпает и, соответственно, хорошего рабочего дня, потому что ролик выходит в 12 часов дня. И, кстати об этом. Если что, то на канал у меня выходит по 2 ролика в день, один в 12 часов дня и, соответственно, один в 6 часов вечера. Вдруг кто не знает, поэтому наслаждайтесь контентом. Контент качественный, всегда добротный, всегда классный, всегда просто замечательный. Все. Все, вот это вот все, что я хотел сказать. Ну и не забывайте, соответственно, поддерживать меня в виде лайка и комментария от 3 слов. Блин, ну, может это боги-орки даже будут, потому что тут... Ну, на самом деле, все идет. Как-то... О, там уже... Нормально там у противника стол такой собрался. Куча двухзвездочных фигур. Жестко. Да, это жестко. Тут, в принципе, катка для богов-орков хорошая. Тут есть Дизраптор, есть Зевс. Почему нет? Ой, как я не люблю вот этого убийцу. Солнечный страж. Как я его не люблю. Сейчас вот гарантию даю. Этот паренек будет мне давать стан нон-стопом. Постоянный стан у меня сейчас будет. Именно в меня. Проверяйте. Без смс и регистрации. Проверяйте сейчас. Это ты? Нет, это пока не ты. Ну ладно. Ну не бейте ее. Дайте подамажить ей. Еще чуть-чуть. Ауч. Не. Мне надо Марси в 2 звезды. И тогда будет замечательно все. А еще мне нужен друид. Нужен друид, потому что у меня стоит 2 инчи. Почему я вижу 2 гвардов в лобби? Не понял. О, друид. На 9-м раунде. Считаю вовремя. Получается, вот тут в лобби находится еще один мой подписчик. Поэтому привет-привет ему. Сидит, главное, тихонько. Ничего не пишет. Прикол. Кинул смайлик. В общем, мне нужен 8 уровень. На 8 уровне у меня будет шанс на выпадение моей фигуры заветной 35%. 35%. Ну что ж, посмотрим. Кстати, чувак собирает нежить. Я ему сочувствую. Привет Ютубу. О, я так понимаю, тут лобби подписчиков собралось у меня. Так, удачи всем. Я так понимаю, у меня тут собралось лобби моих подписчиков. Ну что ж, ребята, это будет катка очень сложной. Гарантию даю, катка будет невероятно сложной. 5-я точка болеть будет. Ай-яй-яй, как. А еще вот эти вот молнии, которые прокают. Это мне не нравится. Это ну, как-то не то. Как-то не то. Ладно. Мобов я должен спокойно забрать. Могу даже на этот счет не париться. Как мы поступим? Смотрите. Мы можем сделать следующим образом. Поставить 6 эльфов, 4 кунг-фу, 4 морских, я думаю, не надо ставить. Но, в принципе, надо будет смотреть по ситуации. Если там соберется какая-то синергия, в которой много урона со способности, то 4 морских идеально впишутся. Но если такого не будет, то, соответственно, мне это и не надо. В общем, надо смотреть по игре и уже от этого отталкиваться. Можно будет поставить вдруг чего духов. Тоже будет шикарно. Так. О май. О май. Реликвии все прекрасные. От А до Я. Все прекрасные реликвии. Вот это там у Марка стол. Я не знаю, что брать. Хаотичный договор сейчас нет смысла брать. Реликвия яиц идеально смотрится. Ладно, я пока что не буду ничего выбирать. Подождем. Ну давай, убийца. Солнечный страж.
3 стана подряд выдал. 3. 3. Обожаю этого героя. Когда он у меня находится, этот герой, он не станет от слова совсем. Вот так вот, вот как-то. Вот так вот. Поставлю это бревно сейчас, чтобы он подхиливал. Жалко, это бревно в 2 звезды не собралось рано. Там уже лондруида нашли. Мишаню. Ой-ой-ой. Ну, хороший у него стол. Он может еще горн поставить, и будет вообще шикарно там. На жрецах играет. Так, снова мертвецы ко мне пришли. Ну, хилка, стани ты, бревно! Реально, что бревно? И я из-за этого еще и проиграю раунд, да? 100%. Или нет? Или да? Если Тинкер кастанет свои ракетки как надо, не проиграю. Давай, 3 ракетки куда надо. Молю. Почему он в разные цели закинул 3 ракетки? Ладно, неважно. Но там у всех сильные столы. О! 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 Это мне нравится. Это то, что доктор прописал. Это мне очень и очень нравится. Убийцы собираются. О. Интересно. Я реально не понимаю, почему в последнем временем стало так много убийц. Если кто-то может мне это объяснить, то напишите, соответственно, об этом в комментариях. Но реально почему-то стало очень много убийц. С чем это связано, понять не могу. То на убийцах никто не играл. То типа, ну я удивлен просто. Удивлен количеством убийц в катках. Ну крутанись, крутанись, пожалуйста, разочек, ну крутанись. Обида, боль. Когда на кармане 0. В самом деле, я, наверное, все-таки возьму реликвию яиц. Ну, кстати, эту сборку, которую я хочу сейчас реализовать, она самая стабильная, самая комфортная, даже ее так можно назвать. Особенно если идут все предметы и все фигуры как надо. То есть вот 6 эльфов плюс 4 кунг-фу. Это очень комфортная сборка, если ты играешь через Марси. Либо же Манки Кинга. Вот так вот пока что сделаю. Ребят, ставим ставки. На каком раунде панда что-нибудь не принесет? Ну, кроме боли и разочарования. Ну и кроме болтов на 28. Это всегда успеется. Всегда. Я ставлю раунд... Давайте 25-й. На 25-м раунде ко мне придет какая-либо панда, либо, соответственно, фигура. Вы знаете, последним временем как-то не получается записать мне особенный какой-то контент с пандой. Просто почему-то панда мне не хочет рандомить никого. О, 6 троллей. Интересно. С Хускаром 2 звезды. Ту-ту-ту-ту-ту. В самом деле, мне хочется через эту панду поиграть. Хочется, чтобы мне какая-то панда ранее пришла. Я ее соберу в 3 звезды. С хорошими предметами. Вот хочется какой-то особенный контент записать с этой пандой. Не конкретно с пивной. С пивной я вообще не хочу иметь дел. Вот там нефритового генерала. Хитреца.
Эмбера. Вот такие вот панды хочу. Шторм Спирита я не хочу даже пробовать реализовывать, потому что Шторм Спирит одна из самых слабых панд, я считаю. Сень- Ребята! Наныл? Наныл? У меня еще и ранее 4 кунг-фу, и еще обалденные предметы пришли. Вот это я понимаю, царский подгон. Вот это да. Еще и апгрейд пришел. Убираем механизмов. Все, они механизмы мне не нужны. Возьму чернокнижников, чтобы поставить себе отхил на будущее. Так, мех. Ну пусть пока стоит у меня этот мех. Пусть пока что стоит. 2 дума, понимаю. Норм. Нормалин. Нормалин. Я так понимаю, это будет 6 воинов, да? Ой, 6 воинов, 9 воинов. Чего? А, не, ну так нормально теперь. Я просто на мгновение подумал, у него стоит 6 троллей. Я, кстати, Трента не поменял местами. Я просто подумал, у него стоит 6 троллей. Есть Хускара 2 звезды. Он почему-то кирит Мартретку. И у меня небольшой такой ступор произошел. Так, нужен 8 уровень. И на 8 уровне буду ролить, чтобы найти себе 3-звездочную Марси. Отлично. Марси в 2 звезды прекрасно. Можно было бы, конечно, пораньше, но, в принципе, лучше поздно, чем никогда. Возьму себе еще немного уклонения. Вот так вот еще сделаю, чтобы было красиво. Фух. Ну, нежить здесь даже жить не будет. Хотя, если ему там хорошо рано придет, то будет жить еще и как. Боже, я обожаю эту девочку, серьезно. Это лучшая девочка. Просто 10 из 10 ставлю. И вот так вот красиво. А? Как вам? Идеально сейчас. 4 кунг-фу, 3 эльфа, 2 чернокнижника. Имба. Ну, возьму, короче, сейчас хаотичный договор, заюзаю его. Мне предмет 3-го тира нужен. Мне нужен драконий рог, который восстанавливает сразу 100 маны со старта. Кровь из носа необходим, потому что буду играть через Марси. Надо, самое главное, сделать себе винстрик 7 единиц. Вы это видите, да? Один удар, сразу стан не прописал. Несмотря на то, что у меня есть энергия эльфов. Да, кто-то там должен написать сейчас в комментариях о том, что там всего лишь 30% шанс на уклонение. Но, ребят, серьезно? С одного удара. Я его вынес, не спорю, но... Абсурд. О, там тоже хитреца нашел молодой. Еще и 6 зверей собирает. Пу-пу-пу. Знаете, что будет классно? Если мне придет коса, я с помощью этой косы собью все винстрики, которые здесь есть. Неимбовый антимаг на связи. Понял.
Я хочу посмотреть, что там стырил Дум. Нормально такую способность украл. Вор. Мог бы что-то бесполезное стырить. А стырил полезное. Но это все мне не надо. О! Под заказ. Чисто под заказ. Я хотел, конечно, чтобы мне реликвия коса упала. Но в принципе и так пойдет. Реликвии яиц тоже хорошо заходят. Я только рад. Если я собью все эти винстрики. Ой-ой-ой. Как же я буду кайфовать. По сути, стол у меня сильный. Стол у меня сильный. И я должен, по сути, забрать все эти винстрики. По сути. Но получится ли? Вот это мы сейчас увидим, сейчас узнаем. Сейчас они уже ко мне начнут приходить, а я уже руки потираю. Я вас жду, мои сладкие. 9 воинов. Плохо. Против 9 воинов у меня никакого отхила нету, поэтому буду вот так вот сейчас делать. Ролить предметы. Возьму мифриловый доспех, чтобы себя скидывать. Обезоружие. Думы. Вот такие вот всякие контроли. Вы видели? Я сразу ману себе полностью восстановила. Почему? А как? Интересно получилось. В общем, и, кстати, хочу сказать, что этот мифриловый доспех... Стрик сюда! Хорош! А что я делаю? Я что, совсем больной? Мне на 8 уровне надо было ролиться. А я взял 9 почти. Ай. Еще и берсерк там пришел. Да. Я, короче, так сильно обрадовался Марсе. И так сильно обрадовался то, что сбил чуваку винстрик. Если еще сейчас Марку собью винстрик, я буду доволен на 150%. В общем, я так сильно обрадовался, что начал просто брать уровень, несмотря ни на что. Да. А тут меня, кстати, вынесли, прикиньте. Из-за того, что у него много контроля плюс воины, он меня вынес. Ну ничего страшного, я к тебе еще приду. Свен. Свен это хорошо. Марку сбили винстрик, к сожалению. Это была моя корова, и я ее хотел доить, но меня немного опередили. Как говорится, в большой семье ртом не щелкают. Да. Ну ладно. В общем, совершил я большую ошибку, то что взял почти себе 9 уровень. Ну ладно. Если суждено, то Марсе хорошо будет идти. Если не суждено, то, соответственно, не будет ничего идти. Правильно? Правильно. Поэтому не надо грустить. Надо отталкиваться от того, что мы имеем. Вот, кстати, у него есть обезруш, а у меня есть мифриловый доспех. И, соответственно, что? Правильно. Я себя спас. А так бы я сейчас 6 секунд АФК стоял на своей Марсе. Спасибо за полезную панду. Продал, плюс 4 монетки получил. В принципе, полезно. В принципе, полезно. О, вот это хороший персонаж. Мой любимый антимаг. Я его, конечно, керить не буду, но на свой стол поставлю. Отказываться от антимага не буду, потому что я в любом случае буду играть через 6 эльфов. Не, хотя на самом деле, если там будет какой-то жесткий стол, который будет бить меня с руки, то мне придется, наверное, поставить либо же 6 духов, либо же 4 духа. Одно из двух. Тут я хорошенько его сношу. 10 хп у молодого на нежити. Прости, прощай. Не обижайся. Я так сильно не хотел. Пока. Минус 2 чувака. Хорош. Лондруид сюда. Сюда эту прикормку. Пу-пу-пу. Так, я очень надеюсь, что мне сейчас упадет драконий рог. Очень на это надеюсь. Мне драконий рог, кровь из носа необходим.
Кстати, у меня сейчас 7 винстрики есть. Я, в принципе, могу заюзать реликвию яиц. И дальше искать себе Марси в 3 звезды. Мне она уже необходима, понимаете? Уже 25 раунд, она мне уже нужна. Без нее мощь моего стола снижается пропорционально вниз. С каждым раундом. Ну, боже, какие предметы упали. Обалдеть. Обалдеть. Я хочу кричать об этом. Но если буду кричать, как я уже говорил 1000 раз, то меня выгонят из хаты. Я буду жить на улице. Но если кто-то меня готов приютить, буду кричать. Ну вы это видите? Ну это видите? Я не знаю. Это просто скилл. Мне сейчас идеальные предметы упали. Кто вдруг не знает, то вот этот вот талисман второго тира, он работает на синергию кунг-фу. Я уже миллиардный раз говорил об этом, но все равно еще раз скажу. Тут... Ого. А там тоже такая мартретка заряженная. В общем, кто вдруг не знает, то синергия кунг-фу работает следующим образом. Весь урон, который наносят фигуры синергию кунг-фу, и, соответственно, это касается и предметов, и способностей, и так далее, и тому подобное, то, соответственно, есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу. А знаете, что я понял? А я кливер-то рольнул. А я кливер-то рольнул. Неприятно. Это, конечно, неприятно. Хорошая там мартретка. Ну все, ну давай, на покой. Имба. Мишаня, я очень рад, то, что ты мне так идешь. Очень рад. Честное слово, я очень рад, то, что ты мне так идешь. Очень. Но ты должен осознать лишь одно. Кстати, Манки Кинга я не буду собирать. Мне нужна синергия волшебников. На будущее. Я уже, знаете, беру заранее то, что мне надо. Я возьму, поставлю сейчас 4 духа. Мне что-то не нравится то, что там много людей, которые бьют с руки. Очень это не нравится. Сайленс, отвали! Спасибо. Как думаете, за что я сейчас благодарю? За то, что синергия духов очень полезная синергия. То есть, возьму обезоружь. Это дает уклонение. Это, соответственно, вражеского Кири заставит задуматься на некоторое время. Короче, вражеская синергия духов работает идеально. Моя же синергия духов, ну и так сойдет. Вот так она работает. Бесит аж. Еще и Марси не идет, как назло. Бесит вдвойне. Не хочу ничего ролить из предметов. Поставлю пока что 6 эльфов. Поиграю без отхила. В принципе, есть тренд, который подхилит. Успел еще яйцо заюзать. Ого. Вайпер, Керри в убийцах? Чего? Так я не закончил свою мысль. Но это интересно такое. Мув от противника. Есть, хорошо, идет. Давай еще чуть-чуть. Ладно, продам духу. В общем, когда у противника 4 духа, там окаменение с каждого удара. Удона, хотел сказать. А я попробую сейчас хитреца закерить. Ну, по приколу хочу попробовать. Посмотреть, что будет мощнее. Хитрец или Марси. Так вот, у моего противника, если будет 4 духа, то будет окаменение с каждой тычки по мне работать. Если же, соответственно, я захочу поставить 4 духа, окаменение работать нормально не будет.
9 охотников это не шутка. 9 охотников это уже неприятно. Ой-ой-ой, он с башером. Нет! Живи, 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 живи. Живи. Разве так можно? Ты мне стрелу в спину пустил. Разве так можно? Хан, кстати. Можно будет поставить себе 4 горна. Вдруг чего можно поставить себе 4 горна? Хотя ладно, продам хана. Пока что мне не надо горн. В самом деле я удивлен с того, что там парень закилил себе вайпера в 9 убийцах. Еще у Марка не только башер, у него еще и уклонение, клинок тени. Это жестко. Да. Пивная панда пришла, спасибо, полезно. Коса, отлично. Еще одна пивная панда. Зато трехзвездочную панду собрал, пивную. Пойдет. В принципе, пойдет. Так, ладно, я выйду из инкама и буду искать сейчас себе Марси. Марси кровь из носа необходимо, как я уже ранее говорил. Очень нужна Марси. Есть. Еще одну Марси. Пожалуйста. Ну. Бесит. Я думаю, все прекрасно понимают, почему меня это сейчас бесит. Это уже какая? Вторая игра на запись. Когда я пытаюсь собрать себе раннюю Марси в 3 звезды. Вторая игра. И она мне тупо не идет. Возьму Мьёльнир. Мьёльнир не просто так беру. Кто вдруг не знает, то если бы у вас... Это где этот хитрец? Блин, этот хитрец так жестко летаешь. Я даже не могу ему предмет выбрать. Но я сейчас буду менять обратно, наверное. 33 хп. Если бы я захотел, мне бы так Мишаня не пришел бы. Вот если бы я играл на сумонах. Короче, вернусь к теме, почему меня так бомбит. Я думаю, все прекрасно помнят катку, где я на гритерах играл через Кири Марси. Не смог ее найти, хотя я ролился на 7 уровне. Это первый момент. Второй момент. То, что мой противник сидел в 50 монет плюс, играл просто на эльфов, собрал себе антимага, мартретку и Марси в 3 звезды, по-моему. Ну, антимага, не помню, собрал он 3 звезды или нет. Но, по-моему, собрал. А я вот сейчас, вот сейчас 32 раунд, я все деньги сролил на тебя, все деньги. Имей совесть, приди. Так, по поводу Мьёльнира. Мьёльнир это лютая имба. Когда вас будут бить, есть вероятность, что сработает Мьёльнир, и, соответственно, есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу. А тут меня, кстати, вынесли, к сожалению. Ну ладно, я хотя бы немного сейчас табло получу. У нас сейчас битва на мужика. Приди. Молю. Слава богу. Спасибо. Огромнейшее человеческое спасибо. Что я тебя хотя бы нашел на 33-м раунде, а не через 1500 лет. Вот так вот я сделаю, по-красивому. 1000000% уклонения. Кстати, оцените внешку моего друида. Фурион, если что, 2-го тира. Обалденная внешка. Кстати, Марк подогнал. Так, воин. Здорово. Чё, как там? Как дела? Нормально? Как себя ощущаешь? Нормально? Отдыхай, сладкий.
У. No good, no evil, only darkness. Вы этого не видели. Вы этого не видели. Слава богу, у меня мифриловый доспех есть. Хоть обезоружь прилетает в Трента, почти при любых раскладах, но все же. Слава богу, что у меня есть мифриловый доспех. Как минимум, башер 4 тира я смогу сбросить себя. Я, наверное, блинк передам Марсе. Марси сейчас будет прыгать в левый верхний угол, и там всех его охотников будет просто вот так вот, рвать и метать. Надо 10 взять. Надо 10 взять, поставить себе баф чернокнижников, чтобы был хоть какой-либо отхил. Вынесу? Или не вынесу? Вынесу. Вынесу. Ой, а башер не сработал на меня. Да вот какая незадача. Бывает. Кстати, Марк там проигрывает еще и воину. Так, какой мне предмет сейчас идеален с 4 тира? Ну, естественно, самый идеальный предмет, который мне нравится с 4 тира, это, соответственно, чистый урон. Перчатка демонов. Падает не перчатка демонов. Вот этот воин, он может плакать в сторонке просто где-то. Там, кстати, у него берсерк 2 звезды. Сильно! Ну, катка потная. Серьезно. Зато интересная. Поэтому, раз ты досмотрел до этого момента, ты уже обязан поставить свой лайк. Свой жесткий, козырный лайк. Жду. Ну, кстати, если не подписан на меня, то тоже подпишись, потому что цель у меня 5000 подписчиков. Вот это я тайминг выбрал идеальный, да? Полезный шарбезный, спасибо. Не надо мне это все. Ёп. Пу-пу-пу. У меня сейчас будет сердечный приступ. Вы видите эти предметы? Мьёльнир, щит 5 тира. Да, нет никакого отхила. Но эти 2 предмета, это нереально жесткие 2 предмета. Ох-хо-хо. О, тоже Мьёльнир взял. 2 Мьёльнира. Хорош. Сильно. Нет. В идеале мне необходима была перчатка 4 тира. Была бы у меня перчатка 4 тира, у меня было бы тонна урона. О, у него МКБ. МКБ это плохо. Ладно, поставлю чернокнижников. Нужен какой-либо подхил. 100% нужен. Эльфы сейчас так жестко работать не буду, потому что там у воина, если что, МКБ, которая, как бы, ну вы сами понимаете, да, как работает. Уклонения мои не работают. Я остался с Марком 1 на 1. Ну, Марк, ты готов? Ты готов показать скиллуху всем? Ща мы будем с тобой разрывать. Чернокнижников убрал напрочь, потому что они мне не нужны. Из-за того, что мне упали бусы. Я бы мог сейчас, конечно, взять себе 10-й, а мне не хватит на 10-й. Ну и ладно. Хитреца поставлю себе вот так вот. Если что-то я верну какой-то либо предмет. 29 хп у меня есть. Думаю, за раз он мне все хп не снесет. Но сейчас мы покажем скиллуху всем. Просто баталия. Ну давай. Последний раунд. Марк на 1 хп. И я с 29 хп и Марс 3 звезды. Марси, боксируй, боксируй, Марси. Нет. Какая игра. В общем, что я хочу сказать. Давайте быстренько подытожим. Марси. Обалденный герой. Рекомендую всем. Вот эту вот сборку тоже всем рекомендую, потому что очень комфортная сборка, легко играется. Ну и вы сами все прекрасно это видели только что. Даже с такой ситуацией, как у меня, все равно легко играется. И там, кстати, у Марка был щит 5 тира, который мог меня ваншотнуть. Кто вдруг не знает, как работает эта тема, типа с возвраткой ваншота синергии кунг-фу, то объясняю. Если же щит 5 тира
вернет вот это вот срабатывание синергии кунг-фу, то прилетит ваншот, соответственно, в фуловую Марсе, допустим. Блин, обалденная игра, серьезно. Кайф. Я кайфанул. Ну, мне больше нечего добавить, серьезно. Я вот сейчас думаю, что мне добавить еще. Мне нечего добавить, вот серьезно нечего. Катка классная. Попался с множества своих подписчиков. Лайк. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также не забудь поддержать мой ролик, соответственно, своим лайком и комментарием от 3 слов. А если ты еще не подписан, то обязательно подпишись на меня, потому что цель у меня 5000 подписчиков. И не забывай, у моего канала есть телеграм-канал, он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!